Друзья, на связи Паша Клымык. Мы с вами на канале, где общаемся про моноколесо, о моноколесе. И если вы думаете, наивно полагаете, что покупкой моноколеса все закончится, то смею вас огорчить. И сегодня я решил записать такой ролик, где я раскрываю ящик Пандоры того всего, что у меня накопилось всего лишь за 1000 километров. И назовем этот ролик «Необходимый став для моноколесника». Покажу, расскажу, как использую и зачем он мне нужен. Итак, что у нас есть? У нас есть летний шлем. Иногда спрашиваете, как называется, что это такое. Это After Greek Full Face. Летний шлем. Покупал в августе прошлого года как первый шлем. Максимально продуваемый, максимально легкий, не ощущается на голове, в отличие, допустим, вот от этого. Сюда по неделю назад приделал, собственно, вот это вот зеркало. Для того, чтобы протестировать. Никогда не катался с зеркалом на шлеме. Кто-то катается на руке, кто-то катается там на ноге. Шлем раз. Второй шлем более теплый, более тяжелый, более массивный. Покупался на Алиэкспресс, защелка, все дела, подушки. Скорее всего, зеркало сюда переставлю. Должен шлем сидеть влито на вашей голове. У меня есть шлем, в котором я катаюсь всего около 10 лет, сноубордически, и мне под него даже не хочется ни баф надевать, ни балаклаву, ничего. Вот это как раз тот случай. Для лета, на мой взгляд, он тяжелый и в нем будет жарко. Поэтому это на холодное время года. Сюда я прилепил такую ленточку, да, просто на суперклей. Дальше объясню почему. Вот шорты, защитные шорты. Сноубордисты меня поймут, зачем я их купил. И тут главное это защита копчика и защита бедра. На скорости 3 км в час на Андреевском спуске в Киеве на брусчатке я как раз разложился, хотя скорость была вообще минимальная, ну, видимо, подскользнулся. И вот как раз на эту часть ноги, на бедро я приложился. В шортах более комфортно, более защищенно, и вы не боитесь, что с копчиком будете потом хромать полгода. На сноуборде, катаясь на сноуборде, падая, да, там, или делая какие-то трюки, мне кажется, шорты must have каждый сноубордист. Дальше, что у нас есть в ящике Пандоры? В ящике Пандоры одна из самых полезных вещей — это вот такая сумка. Сумка, мотосумка она называется, покупалась на Алиэкспрессе, вешается на пояс, да, вот на поясницу. Можно привязать дополнительно к ноге. Есть карабины, можно повесить шлем, то есть когда вы заходите куда-то в магазин. Вот таким образом она висит. Один отсек такой скрытый, сюда я кладу там какие-то провода, шнурки, там зарядная или второй аккум для GoPro. Сюда телефон, можно ключи, сюда что-то более там массивное, там водичка или еще что-то. Есть дополнительно увеличение отсека, если вам нужно. Выход на наушники, на проводные. Очень удобная вещь, если вы не любите катать с рюкзаками, если вам просто не нужен большой рюкзак. Да и летом, знаете, с рюкзаком постоянно там то спина потеет, то еще чего-то. Ну, короче, сумку. Если телефон, ключи и поехал, то зачем вам рюкзак? Дальше. Обязательная вещь, на мой взгляд, каждому моноколеснику — это наколенники. Наколенники я надеваю в 9 из 10 случаев. Единственный вариант, когда я могу их не надеть, когда я на скорости 5 км в час выезжаю там на почту там, или в магазин за молоком куда-то. Наколенники шарнирные, покупались на Алиэкспресс. Кто-то говорит о том, что шлейки сползают с ноги. Ничего страшного в этом нету. На крайняк могу дать совет, лайфхак. Если они у вас сползают, то цепляйте крест-накрест. То есть вот таким вот образом, допустим, или таким, ну или затягивайте сильнее. У меня лично не сползают ни летом, ни зимой, ни со штанов, ни под штанами. Наколенники не тестировал, не проверял, да и как-то, честно скажу, особо и не хочется. Но защита в любом случае коленей должна быть, потому что, ну знаете, потом
очень-очень неприятно, когда вы приземляетесь на колени. Из аналогичной серии, тоже с Алиэкспресса, налокотники. То есть, если сравнить наколенник и налокотник, сами видите разницу. Мне не зашли вот эти налокотники, мне не зашли. Мне больше нравятся налокотники от роллерские, то есть когда надевается чехлом на руку, ну как чехлом, таким носком, и они небольшие. Эти у меня соскальзывают с руки, и как-то неудобно в них было осенью, весной, зимой под курткой. То есть под куртку оно очень туго влазит, на куртку не налазит. Поэтому налокотники должны быть, но как бы пока я не сильно от них в восторге. Защита кистей. Защита кистей простенькая. Была у меня разная защита кистей. Даже защита кистей для сноуборда в перчатке, в варежке. Когда вы надеваете варежку, у вас уже там есть пластина. Разная у меня была защита кистей. И цельная, и 2 пластины с 2 сторон. Но я пока что на сегодняшний день решил остановиться вот на таком девайсе. Объясняю почему. Первое. Это продуваемость на лето, легкость, у вас не потеет рука. Второе, это защита от скользящих падений, то есть не когда вы там приземляете на кисть с согнутой рукой, а это ошибка многих новичков, допустим, у сноубордистов. По инерции просто человек, ну так у него заложено, что он выставляет перед собой руки и приземляет вот так вот. Если вы новичок, то, возможно, вам потребуется защита с 2 сторон, чтобы вы вообще никак не могли двигать рукой. И конкретно эта защита, это больше от скольжения по асфальту. Причем, если вы будете скользить вот так вот, это еще куда не шло, если вы будете вот так скользить, то снимете себе все ногти. Вот. Плюс цельная защита, которую вы надеваете, заматываете как боксер полчаса. Мне она не нравится тем, что там потом вы не можете не шевелить ни рукой, ни ногой. Нажать кнопку лифта тоже там проблематично. Поэтому более легкая. На сегодняшний день я остановился на этой. Надеваю в 10 случаев выхода на улицу. Следующее. У меня есть такая штука, перешло от велосипеда. Я ее цепляю как раз на шлем сзади, вот на этот ремешок. Прицепил как дополнение к обычному стоп-сигналу. Вот этот агрегат я цепляю или на подушку моноколеса сзади, на ремешок тоже, или просто банально на шлейку наколенника. То есть, когда вы застегиваете, допустим, да, вот колено застегнули, то вот сюда можно прицепить. Зачем делается 2-3? Потому что если вы водите машину, то вы наверняка видите, что маленький мигающий фонарик, он в разы виден лучше, чем здоровый фонарь, допустим, скутера, который горит стационарно постоянно. То есть, когда оно мигает, оно видно лучше, чем просто когда горит постоянно. И поэтому даже велосипедистов часто лучше видно на проезжей части, чем тех же скутеристов, доставщиков Глова. Дальше. Еще один фонарик небольшой, который я цепляю спереди на моноколесо, на подушку. Там я тоже прицепил вот такую вот, приклеил на суперклей, цепляю. Разные режимы, есть синий фонарик, есть красный, есть зеленый, есть белый, ну я взял синий. Разные форматы, которые защищают вас от невнимательных велосипедистов, от невнимательных автомобилистов, которые выезжают с территории, с какой-то, с дворовых территорий, и от пешеходов, которые тоже не всегда различают фонари моноколес и самокатов. Дальше. Зарядная, оригинальная, в принципе, тут понятно, валяется, заряжаюсь. И дальше у меня есть фонарик. Фонарик перешел от велосипеда. Фонарик состоит из 2 частей. Основная часть, которая у меня стояла на руле, и блок питания, которая была привязана на раму. Я его не стал продавать, чем он удобен для моноколесника. Такой именно формат. Не формат, который вы привязываете к ручке моноколеса намертво. Чем он удобен? Он удобен тем, что
Во-первых, его можно подзаряжать, во-вторых, он лупит, дай бог. Модель, не знаю, Волки Fire какой-то, не знаю, сколько люменов, но лупит в 3 режимах: стробоскоп, мощный, менее мощный и стробоскоп. На мощном он греется, хватает там где-то на полчаса, там на 20 минут. Как я его использую? Эту байду я кладу в карман, эту байду я держу в руках. Слава богу, провод длинный, и когда я еду, я могу направлять конкретно туда, куда мне нужно. Если я подъезжаю к зебре, там спешиваюсь, я направляю на зебру, к примеру, показывая автомобилистам стробоскопом, что я хочу перейти. Если они даже этого уже не видят, я им направляю в лобовуху. Ни разу не было, чтобы, направляя в лобовуху, человек не остановился, потому что лупит он нормально. Когда он у вас привязан на ручке моноколеса стационарно, то вы его не можете направлять, вы не можете подсвечивать какие-то боковые. Машина с второстепенной дороги выезжает, тоже можно ему показать, да, там, что вы едете, да, как-то обратить его внимание. Ну, то есть я за то, чтобы фонарь держать в руках. Следующее приблуда — это такая штуковина, которая крепится на грудь, сюда крепится GoPro, и после этого вы видите некоторые проезды на моноколесе от первого лица. Перчатки — это больше велосипедные, чтобы руки не потели, не скользили. Для моноколеса они не совсем как бы применимы, потому что нужна защита. И зарядка для этого фонарика. Друзья, вот такой вот краткий экскурс по тому, чем я пользуюсь. Буду рад от вас услышать, что бы вы, возможно, использовали, что вы не используете ни за какие деньги, там, нафига мне шорты, да я не падаю никогда. А может быть, что-то вы используете из того, что тут нету. Дайте обратную связь, поставьте палец вверх, подпишитесь, кто хочет. Все ваши активные действия дают мне понять, чтобы я дальше снимал, напрягался в выкладывании новых видосов. С вами был Паша Климик. Всем пока, до новых встреч.